Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 27 декабря. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. И начинаем с информации, которая разрешена к публикации. Военные ЦАЛЯ сообщили, что в ходе боевых действий на севере сектора Газа пал Ход Шрайбман. Ему было 27 лет. Еще один солдат подразделения получил тяжелое ранение в ходе того же инцидента. По словам военных, ведется расследование. В ходе другого инцидента командир танка 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады также был тяжело ранен снайперским огнем на севере Газы. Ходу Шрайбману светлая память. По данным военных ЦАЛЯ, в ходе боевых действий в центральной части сектора Газа пал и резервист армии обороны Израиля Amit Levi. Обстоятельства инцидента расследуются армией обороны Израиля. Светлая память. Новости на Радио Мария. Началось! Армия обороны Израиля заявила об авиаударах по целям в Йемене, включая международный аэропорт в столице страны, городе Сана. В заявлении ЦАЛЯ сказано, что удары были нацелены на объекты, цитирую, террористического режима хуситов, как на западном побережье Йемена, так и в глубине территории страны. Согласно сообщению, авиация Израиля атаковала инфраструктуру аэропорта Саны, которую, как утверждается, хуситы используют в военных целях. Кроме того, удары ЦАЛЯ наносились по 2 электростанциям и объектам портовой инфраструктуры на западном побережье. Напомню, что хуситы, которые пользуются поддержкой Ирана, неоднократно запускали ракеты-беспилотники в сторону Израиля, называя это атаками солидарности с палестинцами в секторе Газа. В интервью 14-му телеканалу израильского телевидения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль только начинает наносить удары по хуситам в Йемене. Цитирую: «Мы только начинаем с ними. Мы не позволим им нападать на Израиль в эти дни, сегодня и в любой другой день. Мы будем бить их до самого конца, пока они не научатся. Как я уже говорил ранее, Хамас научился, Хизбалла научилась и Сирия научилась. Хуситы тоже научатся». Нетаньяху также прокомментировал информацию, которую распространяют неназванные официальные лица, утверждающие, что сделка об освобождении заложников уже могла бы быть достигнута. Но это ложь, которая служит для укрепления Хамаса, подкреплению их ложных утверждений, говорит Нетаньяху, обвиняя источники в переговорной группе. После израильских авиаударов по Йемену министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль, цитирую, начнет охоту на всех лидеров хуситов. «Мы увидели точные действия израильских ВВС, поразивших стратегические цели хуситов в Йемене, в аэропорту и порту», говорит Кац в видеозаписи из подземного командного центра ВВС Израиля в военном штабе в Тель-Авиве. «Как мы уже говорили, кто бы ни нанес удар по Израилю, мы нанесем удар по нему. Мы также выследим всех лидеров хуситов, нанесем удар и по ним, как мы делали это и в других местах. Никто не сможет уклониться от длинной руки Израиля», заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Главные новости Израиля. Начальник штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Оливи говорит, что авиаудары в Йемене, нанесенные за последние 24 часа, доказывают способность военных отражать любую угрозу. «За эти годы мы развивали возможности наносить удары очень далеко от территории Израиля. Точно, мощно и многократно», говорит Оливи из подземного командного центра ВВС во время ударов по Йемену. Новости на Радио Мария.
В это же время Хамас и Иран выступили с заявлениями, в которых подвергли критике нас Израиль за нанесение серии авиаударов по целям хуситов в Йемене, цитирую. «Эти акты агрессии являются явным нарушением международного мира и безопасности и неоспоримым преступлением против героического и благородного народа Йемена, который не жалел усилий, чтобы поддержать угнетенный народ Палестины в борьбе с оккупацией и геноцидом», говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана. В своем заявлении Хамас сообщают, что, цитирую, «осуждает жестокую террористическую агрессию, которую осуществляет сионистский враг против наших братьев из Йемена. Целью этой атаки являются гражданские объекты, включая аэропорт Саны и порт Ходейда», заявили террористы Хамас. Министры правительства с гневом отреагировали на решение юридического советника правительства Гали Бараумиары потребовать проведения расследования в отношении Сары Нетаньягу, жены премьер-министра, по обвинению в неправомерном вмешательстве в судебный процесс по делу о коррупции своего мужа. Министры правительства призывают уволить Гали Бараумиару. Министр национальной безопасности Тамар Бен-Гвир говорит, что те, кто преследует министров в правительстве и их семьи в политической манере, не могут продолжать занимать пост юридического советника, добавив, что вопрос о увольнении Бараумиары, шаг, который он продвигал в течение нескольких месяцев, не поднимался на недавнем заседании Кабинета министров по разным, цитирую, странным причинам. Также и министр юстиции Яриф Левин раскритиковал Миару за начало расследования из-за телевизионных сплетен, высмеивая ее, цитирую, за крайне избирательное применение закона, что является преступлением. Конец цитаты. Министр связи Израиля Шломо Кари также заявил, что Гали Бараумиара, цитирую, отчаянно пытается предотвратить свой импичмент, обвиняя ее в том, что она действует как лидер оппозиции, а не как профессионал, и потребовал, чтобы Гали Бараумиара убиралась домой. Это была цитата. Новости на радио Найрия. Главные новости Израиля. Заявив, что давние обвинения в коррупции против него рушатся в суде, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу в 4-минутном видеоролике говорит, что левые СМИ теперь сосредоточились на новой цели – его жене Саре. Нетаньягу сообщает, что Сара много делает для граждан Израиля. Он отмечает ее работу в качестве детского психолога и визиты к онкобольным, одиноким солдатам, семьям заложников, семьям павших и раненым солдатам. Они говорят мне, мы не верим в это, мы видим настоящую женщину, мы видим душу. Нетаньягу утверждает, что пресса никогда не будет сообщать о благотворительной деятельности Сары Нетаньягу, потому что они пытаются навредить ей, чтобы добраться до премьер-министра. Нет предела лжи. Нет предела отвратительным выдумкам, вырыванию слов из контекста, фейковым новостям и промыванию мозгов, сказал Биньямин Нетаньягу. Напомню, что в прошлый понедельник жена премьер-министра Сара Нетаньягу подала иск о клевете против 12-го телеканала израильского телевидения из-за материала, в котором утверждалось, что якобы Сара раскрыла крайне секретную информацию о безопасности, в том числе и о том, что Израиль собирался ликвидировать бывшего лидера Хизбаллы Хасана Насраллу за 3 дня до его ликвидации. Нетаньягу называет обвинение, цитирую, «кровавым наветом», который снова и снова транслируется в прайм-тайм. Он призывает 12-й телеканал, а также другие телеканалы провести расследование в отношении политических левых. Но этого просто не произойдет, говорит премьер-министр, утверждая, что в предыдущем правительстве Нафтали Беннета и Яира Лапида не было никаких расследований. Это настоящая машина ада. Это гораздо больше, чем машина, продолжает премьер-министр, добавляя, что это индустрия. Окружной суд Хайфы постановил освободить под домашний арест 4 антиправительственных протестующих, обвиняемых в запуске сигнальных ракет по резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньягу в Кесарии после более чем месяца содержания под стражей с момента их ареста в середине ноября.
4 мужчинам были предъявлены обвинения в акте терроризма и в попытке поджога в связи с этим инцидентом. Однако судья из окружного суда Хайфы пишет, что, по его мнению, нет достаточных доказательств для осуждения мужчин по обвинению в терроризме, хотя, по его словам, имеются очевидные доказательства того, что они могут быть виновны в безрассудности и халатности. Судья постановил, что отсутствие судимости у 4 мужчин наряду со слабостью доказательств в сочетании с их полным сотрудничеством со следствием и выраженным ими сожалением означает, что опасность, которую они представляют, уменьшилась, и можно быть уверенным, что они будут соблюдать домашний арест. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что прошлым утром он молился на Храмовой горе. Бен-Гвир, который неоднократно заявлял о праве евреев молиться на этом месте, говорит, что он молился за безопасность наших солдат, скорейшее возвращение заложников и полную победу. Добавлю, что евреям официально не разрешено молиться на Храмовой горе. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступила с заявлением, в котором говорится, что статус-кво на Храмовой горе не изменился. Неопределенный статус-кво, регулирующий территорию комплекса, позволяет мусульманам молиться и входить внутрь с небольшими ограничениями, в то время как немусульмане, включая иудеев, могут посещать его только в течение ограниченного времени. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац опровергает сообщение о том, что он якобы отклонил просьбу о признании заложника Алона Шамриза павшим солдатом. Алон Шамриз – заложник Хамас, который по ошибке был лишен жизни солдатами ЦАЛя в секторе Газа в декабре прошлого года. Брат Алона Йонатан говорит, что он узнал из СМИ, что Кац отклонил просьбу, несмотря на то, что никто не достоин этого признания больше, чем его брат. Он называет предполагаемое решение, цитирую, «подлым и отвратительным» и сообщает, что семья продолжит бороться через судебную систему. В ответ же Исраэль Кац выступил с заявлением, в котором отрицает, что было принято какое-либо решение, и продолжает, что он попросил армию обороны Израиля приложить все усилия для поиска решения этой болезненной ситуации, а также начать диалог с семьей. Сейчас же армия обороны Израиля работает над новым обозначением павших заложников, которое будет отличаться от павших солдат. Это предоставит им уникальный статус. Напомню, что армия обороны Израиля считает, что Алону Шамризу и еще 2 другим заложникам удалось сбежать от своих похитителей и выжить в течение нескольких дней в секторе Газа, прежде чем их случайно лишили жизни солдаты армии обороны Израиля, принявшие молодых людей за боевиков Хамаса. Семья Алона Шамриза говорит, что его опыт солдата помог и другим заложникам выжить в течение нескольких дней в охваченном войной секторе Газа, и отмечает, что 7 октября его призвали на резервную службу, на которую он не успел попасть, поскольку был похищен террористами Хамас. Авиаперевозчик Израиля Эль Аль заявил, что приостановил все свои рейсы из Тель-Авива в Москву на этой неделе, ссылаясь на события в воздушном пространстве России. В течение следующей недели будет проводиться повторная оценка ситуации, чтобы решить, будет ли возобновление полетов, говорится в заявлении Эль Аль. Авиакомпания Эль Аль вскоре направит пассажирам обновленную информацию о развитии событий. Напомню, что этот шаг был предпринят после того, как некоторые официальные лица прокомментировали, что самолет азербайджанских авиалиний, потерпевший крушение в Казахстане, был сбит российской системой ПВО. Антиизраильские активисты протестовали вчера возле собора Святого Патрика в Нью-Йорке. На кадрах, опубликованных активистами, видно, как несколько десятков демонстрантов выстроились вдоль тротуара. Активисты размахивали палестинскими флагами и держали плакаты с надписью, цитирую, «Иисус был палестинцем». На некоторых был изображен перевернутый красный треугольник, символ Хамас. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Солдаты армии обороны Израиля в Джабале в секторе Газа не забывают, что в еврейском государстве празднуют Хануку.
Как резервисты Цаля зажигали ханукальные свечи, давайте посмотрим. כמעט שעברתי זהו בבל קץ 70 נושעתי קץ בבל זהו בבל קץ 70 נושעתי. Напомню, что нашей радиостанции нужна ваша поддержка. 80% наших зрителей на YouTube смотрят наш канал без подписки. Подпишитесь уже сейчас. Также нажмите на палец вверх под этим видео, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео вам не понравилось. Не забудьте написать и свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Добавлю, что вернулся официальный телеграм-канал «Радио Нария». Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Отсканируйте телефоном на своих экранах QR-код или же найдите в Телеграм в поиске «Радио Нария» латинскими буквами. Ссылка на наш телеграм-канал будет и в первом прикрепленном комментарии под этим видео. Вам спасибо. Израильская служба новостей желает вам мирного шаббата. Уже 29 декабря в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. Шаббат шалом и до встречи.